Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вашему вниманию 5 рецептов очень вкусных воздушных булочек. Рецепты разные, точно так же, как и начинки. Выпечка получается вкусной, мягкой, и я думаю, что хотя бы один из рецептов вам понравится. Начнем с первого, моего любимого – булочки с корицей. В миске смешиваем теплую воду, молоко, соль, сахар, дрожжи. Добавляем мягкое масло, я достала его заранее из холодильника. Перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. Оно будет липким, вымешивайте его 10 минут. Муку не добавляйте. В конце окуните ладонь в муку и вымешайте тесто. Накрываем его и даем отдохнуть 10 минут. В отдельной миске смешиваем сахар, корицу и мягкое сливочное масло. Раскатываем тесто в прямоугольник размером примерно 38 на 46 сантиметров. Распределяем начинку по всему тесту. Накрываем тесто с 3 сторон. Делим его на 12 равных частей. В заготовке делаем 2 надреза и заплетаем косичку. Скручиваем и отправляем в форму. Форму ничем смазывать не нужно. Формировать булочки лучше в форме для кексов, так как тесто слишком мягкое, и если просто выложить на противень, они растекутся и потеряют форму. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 час. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Готовым булочкам даем остыть и достаем из формы. Если булочки плохо достаются, помогите чуть-чуть ножом. Часть булочек я смазала сахарным сиропом. Для этого смешиваем 1 столовую ложку воды и 1/4 столовую ложку сахара. Кипятим и затем чуть остужаем и смазываем булочки. Булочки получаются очень мягкими, ароматными, в меру сладкими. Настойчиво рекомендую попробовать этот рецепт. Сегодня у меня рецепт очень ароматных, нежных и воздушных булочек с корицей. Синнабоны. Выглядят они как высокие пышные рулетики на основе сдобного дрожжевого теста. Для приготовления нам понадобится молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, мука, соль. Я обычно использую дрожжи торговой марки Dr. Oetker. Кстати, на пачке с обратной стороны всегда пишется количество муки, на которое рассчитана данная порция дрожжей. Если у вас большая пачка, тогда отмерьте 3 чайные ложки без горки. Займемся тестом. В
теплое молоко добавляем дрожжи, сахар, соль, яйца и тщательно перемешиваем. Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно было мягким. Добавляем в миску. Можно растопить в микроволновой печи, так будет даже удобнее замешивать тесто. Главное, чтобы масло не было горячим, иначе дрожжи не дадут реакцию. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Для дрожжевой выпечки очень важно просеивать муку. Замешиваю сначала лопаткой, затем руками. Если тесто слишком липнет к рукам, добавьте немного муки. Много не добавляйте, иначе забьете тесто. Вымешиваем тесто до получения гладкой однородной массы. На это уходит 5-7 минут. Оно получилось очень мягким, слегка липковатым. Убираем в теплое место на расстойку примерно на час-полтора до увеличения массы вдвое. В качестве начинки я буду использовать сахар, корицу и сливочное масло. Смешиваем сахар и корицу. Кстати, начинку для этих булочек можно менять. Например, вместо сахара добавить нутеллу и орехи. Получится очень вкусно. Наше тесто подошло, стало мягким и совсем не липнет к рукам. Разминаем его. Припыляем рабочую поверхность мукой, кладем тесто и раскатываем в прямоугольник. У меня примерно 60 на 40 сантиметров. Смазываем тесто мягким сливочным маслом. Посыпаем сахаром с корицей. Скручиваем в рулет. Нарезаем на 16 ровных кусочков. Форму также смазываем сливочным маслом и раскладываем булочки на небольшом расстоянии друг от друга. Накрываем полотенцем и убираем на расстойку минимум на полчаса. Поднявшиеся булочки отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут до золотистого цвета и румяности. Пока булочки пекутся, приготовим заливку. Возьмем 200 грамм сливочного сыра. Кстати, такой сыр я делаю из кефира. Рецепт покажу в конце видео. Добавляем сахарную пудру по вкусу. Я еще люблю добавлять третью часть чайной ложки ванильного сахара. Все тщательно перемешиваем, пробуем на вкус. Если надо, добавляем сахарную пудру. Чтобы крем не был слишком плотным, добавляем молоко. Его может понадобиться меньше, чем указано в рецепте. Все зависит от творожного сыра. Достаем готовые булочки из духовки и пока они еще горячие, поливаем их заливкой. Пару булочек я оставила без заливки, для сына. Он любит более стандартный вариант. Мне нравится больше с кремом. И так получается очень вкусно.
Дадим булочкам чуть остыть и можно пробовать. Булочки мягкие, с приятным ароматом корицы и нежным кремом сверху. Обычно остывшие булочки я разогреваю в микроволновой печи. Так они становятся мягче, как будто только достали из духовки. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится. То, что нам понадобится для приготовления, это кефир. Кстати, калорийность его можно регулировать, но чем жирнее кефир, тем вкуснее. Отправляю в морозильную камеру на несколько часов, пока не достигнем нужного результата. Наша цель, чтобы содержимое стало сплошной глыбой льда. Я использовала одну упаковку кефира жирностью 3,2%. Достаем из морозильной камеры ледяной кефир и освобождаем его от упаковки. Дуршлаг ставим в миску, застилаем марлей, сложенной в 3-4 слоя, и кладем туда замороженный кефир. Отправляю миску с заготовкой размораживаться в холодильник. На это уйдет около 6 часов. Для удобства я разрезала кефир на 2 части. По истечении времени достаем сыр из холодильника. Отжимаем лишнюю жидкость. Посмотрите, какой мягкий сливочный сыр получился. Привкус сыра получается слегка солоноватым. Подойдет как для десертов, так и для первых блюд и закусок. Из 1 литра кефира у меня получилось примерно 250 грамм сыра. Его можно использовать везде, где используете магазинный творожный сливочный сыр. Хранить его в чистой сухой емкости не более 4 дней. Сегодня у меня рецепт очень вкусных ароматных плюшек с сахаром. Отличный вариант домашней выпечки для любого чаепития. Для приготовления нам понадобится мука, соль, сахар, сливочное масло, молоко, дрожжи, разрыхлитель, ваниль. Берем теплое молоко, ваниль на кончике ножа, разрыхлитель. Добавляем в него дрожжи. Молоко должно быть теплым, не горячим, иначе все дрожжи погибнут и булочки не будут пышными. Все тщательно перемешиваем. К муке добавляем соль, сахар, все тщательно перемешиваем и растопленное сливочное масло. Сюда же вливаем молоко с дрожжами и замешиваем мягкое тесто. Накрываем и ждем, пока оно увеличится в размере в 2 раза. Когда тесто поднимется, разминаем его и делим на 12 равных частей. Замешиваем в клубочки, накрываем пищевой пленкой или полотенцем и даем отдохнуть 10 минут. Раскатываем каждый клубок теста в прямоугольник. Смазываем растительным маслом. Сверху я посыпала измельченным грецким орехом и сахаром. Можно просто сахар, но мне с орехами вкуснее. Сворачиваем в трубочку, защипываем, складываем и разрезаем не до конца. Получается форма в виде сердечка. Форма может быть любая, в виде бабочек, завитушек или как у меня сегодня. Выкладываем булочки на противень, засланный пергаментной бумагой, оставляя расстояние 1,5-2 см между булочками. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 15-20 минут. По истечении времени смазываем желтком. Сверху я еще посыпала кондитерской крошкой. Для ее приготовления смешиваем сахар, сливочное масло и муку. Перетираем руками. Получится вот такая крошка штройзель. Можно просто посыпать сверху сахаром. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Вот такие плюшки получаются. Румяные, мягкие, ароматные и очень-очень вкусные.
Давайте я разломаю одну и покажу, какие они внутри. Плюшки хорошо пропеклись как сверху, так и снизу. Они очень мягкие, легкие, а как вкусно пахнут, не передать словами. В этом рецепте я научу вас готовить вкусные, воздушные как пух булочки с повидлом. Его можно заменить на нутеллу, шоколад или джем. В теплое молоко добавляем сахар, соль и яйцо. Дрожжи. Перемешиваем. Вводим мягкое сливочное масло. Снова перемешиваем. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Вымешивать его нужно минут 5-7. Оно должно получиться слегка липковатым. Миску смазываем маслом, кладем туда тесто и оставляем отдыхать на 1,5-2 часа. По истечении времени еще раз разминаем тесто и делим его на 12 равных частей. Каждую часть подкатываем в шарик. Накрываем пищевой пленкой, чтобы шарики не заветривались. Берем по одному кусочку и формируем булочки. Раскатываем в прямоугольник. Кладем 1 чайную ложку яблочного повидла и формируем булочки. Готовые булочки выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Теперь накрываем полотенцем и даем настояться в теплом месте 30 минут. Смазываем яйцом и отправляем в духовку при температуре 170 градусов на 30-40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Горячие булочки смазываю сиропом. На 3 столовые ложки воды добавляю пол столовой ложки сахара, чуть-чуть увариваю и смазываю булочки. Булочки получились очень мягкие, в меру сладкие и воздушные. Научу готовить творожную начинку для пирогов, пирожков, булочек и вареников. А также покажу рецепт очень вкусных воздушных булочек. Формировать я буду их как улитки. Но если вы хотите другую форму, у меня на канале есть видео 10 идей, как можно сформировать булочки. Ссылка в описании под видео. Приступим к рецепту. Первым делом приготовим тесто. Нам понадобится молоко, сахар, яйца, сливочное масло, растительное масло, дрожжи, соль, мука, ванилин и разрыхлитель. В теплое молоко добавляем 1 столовую ложку сахара от общей массы сахара, которая понадобится в рецепте. Перемешиваем, чтобы сахар растаял. Всыпаем 2-3 столовые ложки просеянной муки, тщательно перемешиваем. Вводим дрожжи. Накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 10 минут. Приготовим основную массу для теста. В миске взбиваем 3 яйца, у меня мелкие, можно 2, если у вас крупные, и 150 грамм сахара. Слишком пышная пена не нужна, главная задача растворить сахар. Добавляем 2 вида масла, мягкое сливочное и растительное. Перемешиваем. Проверяем опару. И добавляем в основную массу. Перемешиваем.
Постепенно вводим муку, разрыхлитель и щепотка соли. Замешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. По данному рецепту нужно примерно 600-700 грамм муки. Слишком много не добавляйте, иначе забьете тесто. Отправляем в миску, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на час-полтора. Пока подходит тесто, приготовим начинку. Нам понадобится творог, сливочное масло, желток, крахмал. Я не добавляла, так как творог у меня сухой. Сахар, ваниль на кончике ножа, изюм. Изюм заливаем горячей водой на 10 минут. В миске смешиваем творог, сахар, мягкое сливочное масло, 1 желток, ваниль. И перемешиваем. Я хочу, чтобы начинка была пастообразной, поэтому перебиваю все блендером. Вот такая структура получилась в итоге. С изюма сливаем воду и добавляем к творогу. Перемешиваем. Начинка готова. Возвращаемся к тесту. Хорошенько разминаем его и делим на 12 равных частей. Каждый кусочек подкатываем в шар. Накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Берем по одному шарику и раскатываем прямоугольник. Тесто мягкое, но не липкое, поэтому припылять мукой рабочую поверхность нет необходимости. Выкладываем по 2 чайные ложки начинки, равномерно распределяем ее и защипываем края. Постарайтесь выпустить воздух, когда защипываете, иначе булочка будет рваться при дальнейшем формировании. Раскатываем слегка растягивающими движениями на столе. Таким образом мы равняем шов. Закручиваем в форме улитки. Кончик обязательно прячем под низ, чтобы в процессе расстойки и выпечки булочка не раскручивалась. Готовые булочки выкладываем на форму, засланную пергаментной бумагой. Накрываем полотенцем и оставляем на 20-25 минут. У меня остался маленький кусочек теста, из него я сделала маленькую маковую булочку и поместила на противень. В отдельной миске взбиваем 1 яйцо и 15-20 мл молока. Смазываем булочки. Я посыпаю маком и белым кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Когда булочки подрумянятся, достаем их. Даем чуть-чуть остыть и подаем к столу. Выпечка получилась очень мягкой, воздушной, ароматной и вкусной. Булочки при выпекании увеличились в 2 раза, что, конечно, повлияло на наличие начинки, но они настолько вкусные, что сочетание начинки и теста прекрасно дополняет друг друга. Больше класть творога не рекомендую, так как булочки будут рваться при выпекании. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!